Здравствуйте, я Мария, ваша ученица. Привет, Мария, я Виктор, рад знакомству. Спасибо, Виктор. Я первый раз на рыбалке. Не волнуйся, все покажу и расскажу. У вас красивый корабль. Как он называется? Наш катер зовут «Моряк», уже 20 лет. Он выглядит очень крепким. Да, он редко подводит, особенно в такую погоду. Сегодня море очень спокойное. Да, штиль– лучшее время для рыбалки. А когда вы обычно выходите в море? Мы выходим рано утром, в 5 часов. Ого, так рано. Почему? Рыба клюет лучше на рассвете. Сколько человек обычно на катере? Обычно трое, сегодня мы вдвоем. Сколько длится рыбалка? Обычно 5-6 часов, иногда больше. А что мы сегодня будем ловить? Сегодня будем ловить треску и сельдь. Я видела большие сети на борту. Это ваши? Да, это траловые сети очень прочные. А как ими пользоваться? Мы бросаем сеть в воду и тянем за лодкой. Сколько времени сеть находится в воде? Около 30 минут, потом вытаскиваем. Сеть не рвется, если много рыбы. Если правильно ставить, то не рвется. А сколько рыбы можно поймать за раз? Иногда 20 килограмм, иногда больше. Вы ловите рыбу каждый день. Почти каждый день, кроме сильного шторма. Что вы делаете, если начинается дождь? Если дождь не сильный, продолжаем ловить. Если шторм, возвращаемся в порт. А как вы определяете место для ловли? У нас есть сонар и опытные глаза. Что такое сонар? Сонар – это прибор для поиска рыбы под водой. Он показывает, где рыба. Да, показывает глубину и стаи рыб. А можно увидеть рыбу глазами с борта? Иногда, если вода прозрачная и солнце светит. Вам всегда удается поймать рыбу? Нет, иногда возвращаемся без улова. Это обидно? Бывает, но это часть работы рыбака. А что вы делаете с пойманной рыбой? Часть продаем, часть оставляем для себя. Вы любите рыбу есть? Да, особенно жареную треску. Вы готовите сами? Иногда я, иногда жена готовит. А какая рыба самая вкусная? Мне нравится треска и камбала. А много ли в море рыбы? Раньше было больше, теперь меньше. Почему стало меньше? Много людей ловят рыбу, и экология меняется. Экология важна для моря? Очень важна. Чистое море, много рыбы. А здесь у нас море чистое. У берега иногда грязно, дальше чище. Как часто чистят катер? После каждой рыбалки все моем и убираем. Это трудно? Нетрудно, если делать каждый раз. Сколько лет вы рыбачите? Я рыбачу уже 30 лет. Вам нравится ваша работа? Очень. Море – мой дом. А ваша семья рыбачит тоже? Отец был рыбаком, брат тоже рыбак. А ваша жена? Жена не рыбачит, но любит море. А дети? Сын помогает иногда, ему 12 лет. Он любит рыбалку? Да, хочет стать рыбаком, как я. А как вы научились рыбачить? Отец учил меня, когда мне было 6 лет. Вы живете рядом с морем. Да, в маленьком доме у берега. Красиво, наверное, утром здесь. Очень красиво. Солнце встает прямо из моря. А можно купаться с катера?
Да, если море теплое и спокойное. Вы купаетесь часто? Иногда летом, когда есть время. Какая температура воды сейчас? Сейчас около 15 градусов. Это холодно для меня. Привыкнешь, если часто плавать. Вы боитесь штормов? Раньше боялся, теперь уже нет. А был сильный шторм когда-нибудь? Да, 2 года назад чуть не перевернулись. Страшно. Что вы делали? Мы спрятались в бухте, ждали, пока стихнет. А катер не пострадал? Нет, только немного воды попало внутрь. Вы используете спасательные жилеты? Да, всегда надеваем жилеты для безопасности. Где они лежат? Вон там, в ящике под сиденьем. Спасибо, я посмотрю. Обязательно. Безопасность – главное. Есть ли аптечка на катере? Да, аптечка лежит в кабине. Что делать, если кто-то поранился? Сначала обработать рану, потом звать помощь. Вызывали когда-нибудь спасателей? Один раз, когда мотор сломался. Долго ждали? Около часа, но все закончилось хорошо. Вы чините мотор сами? Мелкий ремонт делаю сам. Если проблема серьезная, вызываю механика. А как часто ломается катер? Редко, если хорошо ухаживать. Вы проверяете все перед выходом? Всегда это очень важно. У вас есть навигатор? Да, без него трудно вернуться в туман. Бывало, что вы терялись. Один раз, когда был густой туман. Как вы нашли дорогу? По навигатору и компасу. А солнце помогает ориентироваться. Да, если небо ясное. А сколько стоит катер? Дорого, новый, как хорошая машина. Трудно его купить. Если копить и работать, можно купить. А сеть дорогая? Да, настоящая рыбацкая сеть стоит недешево. Вы сами чините сеть? Да, иногда вечером сижу, чиню сеть. Это сложная работа? Нет, если есть опыт. А как узнать, что сеть порвалась? Вытаскиваем и смотрим, есть ли дырки. Вы используете крючки и удочки. Редко. Здесь сеть – главный инструмент. Удочкой можно поймать большую рыбу. Можно, но долго и трудно. Вы знаете какие-то рыбацкие суеверия? Да, нельзя свистеть на катере. Почему? Говорят, это к плохой погоде. Интересно, я не знала. У рыбаков много таких примет. Вы верите в них? Иногда на всякий случай. Спасибо, Виктор. Я узнала много нового. Пожалуйста, Мария, рад был помочь. Я бы хотела еще раз приехать на рыбалку. Приезжай, буду рад снова тебя видеть. Спасибо. Теперь я не боюсь моря. Молодец, море любит смелых.